Всем привет, девчонки! У кого есть желание, присылайте фото своих готовых работ, выполненные по моим мастер-классам. Я буду создавать вот такие видео-шортс для ютуба. Ссылки на социальные сети есть под каждым видео. Также огромную благодарность хочу выразить всем тем, кто присылает донаты на развитие моего канала. Это добровольные и безвозмездные пожертвования. Сейчас, во времена отсутствия монетизации, меня это очень сильно вдохновляет. Все эти сердечки адресованы вам. Спасибо вам большое. Ну а мы приступаем к видео. Всем привет! Сегодня свяжем вот такой нежнейший топ, который состоит из вот таких цветочных мотивов, которые соединяются безотрывно на протяжении всего топа. Этот топ я приметила еще прошлым летом на Пинтересте, он мне безумно понравился. Все схемы этих мотивов есть в свободном доступе. Представьте, какое классное платье получится, если просто продолжить вязать в длину, какой-нибудь мини, либо миди длины. Получится прям потрясающее платьице летнее. Для того, чтобы нам достичь вот такого эффекта кружева, либо гипюра, то есть чтобы наше полотно было вот таким пластичным, мягким, не стояло колом, для этого нам нужна тоненькая пряжа. Я нашла вот такую пряжу. Это премиум Astra Jeans Light. Смотрите, у нас состав 60% хлопок, 40 акрил, в 100 граммах 545 метров. Мой цвет самый обычный белый. Точный расход на этот топ и где я взяла эту пряжу, ссылку оставлю в описании под видео. Я вязала крючком 3,5. Вы можете попробовать вязать любым. Двойкой, 2,5, 3, 3,5, возможно даже четверкой. Попробуйте играть с плотностью вязания, то есть чем туже вы вяжете, чем меньше размер крючка, мотивы у вас получается меньшего размера, и наоборот. Если вы вяжете более свободно, а у вас больший размер крючка, мотивы у вас получаются размером побольше. Вяжем цельный цветочек в кольцо амигуруми волшебное кольцо, либо скользящую петлю, набираем 12 столбиков без накида. Огибаем вот таким образом 2 пальчика. Вытаскиваем рабочую нить, делаем закрепительную петельку. Подтягиваем колечко за хвостик, так как вам нужно. Хвостик лежит всегда параллельно колечку. Продеваем крючок в кольцо, вытаскиваем рабочую нить. Провязываем столбик без накида первый. Если хотите, вот эту первую петельку можно отметить, если боитесь ее потерять. Далее вяжем в колечко, ныряем второй столбик без накида, третий. И всего провязываем таким образом 12 столбиков без накида. Провязали, сейчас тянем за колечко, подтягиваем, чтобы внутри осталось как можно меньше отверстия, либо вообще, чтобы не оставалось. И продеваем крючок в самую первую петельку, которую вот мы отметили, чтобы ее не потерять. Продеваем в эту петлю крючок и провязываем просто соединительный столбик. Готово. Еще раз можно подтянуть хвостик. Далее вяжем второй ряд. Сейчас делаем имитацию столбика с одним накидом. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И воздушную петельку, которая у нас будет между столбиками с одним накидом. В этом ряду делаем еще одну петельку. Накид. Вяжем сразу же в следующую свободную петельку. Столбик с накидом. Через 2 петли. Через 2 петли. Воздушная петля между столбиками. Накид в следующую свободную петельку. Опять столбик с накидом. Опять воздушная петля, накид и в следующую свободную столбик с накидом. Все, и таким образом обвязываем этот ряд. Делаем столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом и так до конца. Провязали, еще раз посчитайте, у нас с учетом первой воздушной цепочки из 3 петелек имитация столбика должно получиться всего 12 столбиков с накидом. После последнего, как обычно, делаем одну воздушную петельку и делаем соединительную петлю в третью петельку изначально набранной косички. 1, 2, 3. Замыкаем в круг. Просто соединительный столбик. Готово. Вяжем следующий ряд, подбираемся в следующую ближайшую арочку просто соединительным столбиком, ныряем. Делаем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И сейчас будем провязывать соединительный столбик вот в эту первую петельку, которую мы сейчас набрали из 6. Не за вот эту одну стеночку, а вот как бы за 2 стеночки, чтобы здесь не сильно растягивалось. Итак, продеваем крючок за вот эти 2 стеночки и просто соединительный столбик. Так, получилось. Теперь вот таким образом разворачиваемся. И сейчас будем обвязывать вот эту нашу арочку получившуюся. Ныряем под арочку, провязываем столбик без накида. И подряд 9 столбиков с одним накидом в эту же арочку. Накид. Ныряем в арку. Первый столбик. Накид. Второй. Третий. И последний, 9. Вот мы уже, как бы видите, развернулись в эту сторону. И заканчиваем так же, как и начинали, столбиком без накида в эту же арочку. Провязали. Далее делаем 2 воздушные петли.
Раз, два. И делаем столбик без накида в следующую свободную арочку. То есть вот это у нас как бы занята. Вот она следующая свободная. Ныряем в нее, просто столбик без накида. Делаем опять 2 воздушные петли. Раз, два. И ныряем в следующую опять свободную арочку. Столбик без накида. И делаем все то же самое. Такой же лепесток. Делаем 6 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. Соединительным столбиком вот в эту первую петельку не за одну стеночку, а вот за 2 стеночки. Провязываем соединительный столбик. Вот таким образом разворачиваемся и опять обвязываем этот лепесточек, эту арочку. Ныряем столбик без накида. Подряд 9 столбиков с одним накидом. И столбик без накида. 2 воздушные петли. Столбиком без накида в следующую свободную арочку. Вот это наша занята. Вот следующая свободная. Столбик без накида. 2 воздушные петли. Столбик без накида в следующую свободную арочку. И делаем опять все то же самое. 6 воздушных петель. И вывязываем очередной лепесточек. Таким образом, у нас вот таких лепестков должно получиться всего 6. Вот что у нас получилось, 6 лепесточков. После того, как довязали последний 6, как обычно, делаем 2 воздушные петли в следующую свободную арочку, столбик без накида, как обычно, 2 воздушные петли и соединительным столбиком в столбик без накида первый, которым мы обвязывали, начали обвязку вот этого первого лепесточка. Соединительный столбик. Все, готово. Вяжем следующий ряд. И смотрите, тут такой нюанс небольшой. Сейчас, когда вы провяжете следующий ряд, ну и вообще желательно, в принципе, вы свяжите полностью до конца весь цветочек, и вам нужно будет понять, увидеть, хорошо ли лежат вот эти вот веерочки, лепесточки в готовом цветочке, в готовом мотиве. После того, как вы уже прогладите, все ли хорошо. Смотрите, когда я вот вязала образец, после того, как я уже его прогладила, смотрите, даже в проглаженном виде он не расправляется настолько хорошо, как мне хотелось бы. Видите, то есть даже вот тут складочка, получается, находит лепесточек на другой. То есть, если его видите, выпрямляю, то он идет такой волночкой. Вот здесь волночки, вы их не видите, наверное, но они есть. Смотрите, вот этот вариант вообще идеальный, вообще не морщится. Вот именно такой вариант у вас должен получиться. Вот этот вариант, сейчас в следующий ряд, который мы будем вязать, я вязала более расслабленно, поэтому лепесточкам очень тесно, и вот поэтому создавалась такая волночка. Сейчас именно я буду вязать следующий ряд чуть более плотно. Если вам это сложно контролировать, просто возьмите крючок на 0,5 поменьше. Например, вот вы вяжете 3,5, возьмите крючок 3. Возможно, вы сейчас вяжете той же плотностью, как и сейчас вязали до этого момента, и у вас все будет хорошо. Это все зависит от пряжи. Сейчас подбираемся к первому столбику с одним накидом. Когда вот мы делали обвязку просто соединительным столбиком. Сейчас мы над столбиком без накида проводим крючок в следующую петельку, соединительный столбик, подобрались. Делаем имитацию столбика с одним накидом, 3 воздушные петли, раз, два, 3, и 1 петелька на перемычку между столбиками, которые мы сейчас будем провязывать. Накид в следующую свободную петельку, столбик с накидом, воздушная петля, накид в следующую свободную петелька, столбик с накидом, воздушная петля, следующая, столбик с накидом. И таким образом у нас должно получиться, так же, как и в предыдущем ряду, у нас было 9 столбиков с накидом, точно так же вот таких вот 9 столбиков с накидом. Готово. Пересчитайте, если нужно. Смотрите, имитация первого столбика, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все правильно. Вот мы закончили вязать последний столбик. Не делаем никаких воздушных петель. Сразу же накид. И провязываем первый столбик с накидом в первый столбик вот этого нашего лепесточка. То есть, помните, вот мы начинали со столбика без накида. Вот она, самая первая петелька. Нужно в следующую. То есть, петелька от первого столбика с накидом. Сразу же провязываем столбик с накидом. Воздушная петля и делаем все то же самое. Следующая свободная петелька, столбик с накидом, воздушная петля. И таким образом обвязываем этот лепесточек. Должно получиться точно так же 9 вот таких столбиков. Если нужно, пересчитывайте каждый раз, чтобы не ошибиться. Вот, смотрите, можно посчитать. У меня получилось опять 9 столбиков с накидом. Делаем накид и провязываем сразу же столбик с накидом в первый столбик с накидом вот этого предыдущего ряда, когда мы делали обвязку. Все, и таким образом заканчиваем ряд до конца. Обвязали все наши лепесточки. После последнего лепесточка, после последнего столбика с накидом, делаем соединительный столбик в третью петельку изначально набранной косички. Раз, два, третий. Замыкаем в круг.
Соединительный столбик сделали, готово. И сейчас будем вязать последний ряд, будем обвязывать арочками. Смотрите, вот у нас вот этот веерочек состоит из арочек. Вот это вот первая арочка, вторая и все последующие. А каждый веерочек нам нужно начинать со второй арочки. Сейчас ныряем в первую арочку свободную. Можно просто соединительный столбик. Далее в столбик, в петельку от столбика. Опять соединительный столбик. И вот следующая, вторая арочка, ныряем. Соединительный столбик. Все, мы оказались над второй арочкой. Сейчас делаем одну воздушную петельку. Делаем еще 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это наша арочка. Делаем столбик без накида в следующую свободную арочку. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Столбик без накида в следующую свободную арочку. 3 петли. Столбик без накида в следующую арку. 3 петли. Столбик без накида в следующую арочку. 3 петли и столбик без накида в следующую арку. То есть, смотрите, мы закончили на предпоследней арочке, и здесь мы начали со второй, сначала первая, вторая. Итого у нас должно получиться, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5 вот этих арочек. Сейчас делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И делаем столбик без накида во вторую арочку вот этого нашего следующего веерочка. Вот она первая свободная, вот вторая, ныряем, столбик без накида. Делаем 3 воздушные петли и точно так же обвязываем, как и предыдущий лепесточек. То есть у нас должно получиться 5 арочек. Готово. Пересчитывайте, если нужно. Сейчас делаем опять 5 воздушных петель. Столбик без накида во вторую арочку следующего лепесточка. Все, и таким образом делаем обвязку до конца. Обвязали последний лепесточек, закончили на арочке из 3 воздушных петель. Делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И делаем соединительный столбик. Вот помните, мы сделали в самом начале воздушную петельку. Продеваем крючок и делаем соединительный столбик. Ниточку обрезаем. И делаем незаметное соединение. Вытаскиваем хвостик. Переворачиваем наизнанку. И здесь можно вывести в какую-нибудь петельку. Сюда увести хвостик вот в эти прожилки. Здесь можно расслоить ниточку на 2 нити и завязать узелочек и обрезаем. Здесь точно так же я расслаиваю ниточку на 2 нити, завязываю на узелочек и обрезаю. Цветочек полностью готов. Сейчас обязательно его нужно прогладить с изнаночной стороны, проверить, хорошо ли вы его связали. То есть нет ли такого, что один лепесточек заходит на другой. Прогладила. Смотрите, все лепесточки отлично лежат, не находят друг на друга, в отличие от того, который связала в начале. Смотрите, вот в этом месте лепесточек находит на другой, и только в том случае он будет такой ровный. А если его как-то расправлять, то в другом месте начнется наложение друг на друга. Поэтому, как я вам сказала, если у вас получился вот такой вариант, просто вяжите вот этот предпоследний ряд чуть более туго, чтобы вот эти веерочки были покомпактнее. Вяжем аналогично второй цветочек, заканчиваем на предпоследнем ряде. И сейчас последним рядом будем подсоединяться к уже готовому цветочку. То есть у нас соединение будет происходить по вот этим вот арочкам, которые мы провязали в последнем ряду на этом цветочке. Так, смотрите, сейчас мы подбираемся, как обычно, первое во вторую арочку. Подбираемся соединительным столбиком. Первый, потом в столбик. Второй и в арочку, третий соединительный столбик. Для того, чтобы нам было попроще, первый лепесточек можем обвязать просто как обычно. Сейчас провязываем арочками. Далее делаем большую арочку из 5 воздушных петель. Подсоединяемся ко второй на новом лепесточке. И, в принципе, вот с этого места уже можно начать соединение. Смотрите, здесь чуть-чуть повнимательнее. Сейчас я вам покажу, как я буду соединять эти 2 цветочка. И потом еще раз поподробнее покажу вам на схеме, чтобы было все понятно. Сейчас нам нужно провязать 3 маленькие арочки. И сейчас вот этими 2 недовязанными арочками будем подсоединяться к первому цветочку. Делаем одну воздушную петельку из 3. Берем первый цветочек. Это у нас изнанка, как бы подсоединяемся с изнанки. И смотрите, у нас здесь провязано было 3 арочки. Соответственно, здесь пропускаем также 3 маленькие арочки. Первая, вторая, третья. Подсоединяемся в 4. Прям под арочку маленькую. Это как бы у нас делаем столбик без накида. Это у нас как бы вторая петелька из арочки из 3. И делаем еще одну воздушную петельку. Это третья петелька нашей арочки. Делаем столбик без накида в следующую свободную петельку. Делаем еще раз такое же соединение. Одна воздушная петля. Возвращаемся к первому цветочку. Вот она, наша последняя арочка маленькая. Ныряем в нее. столбик без накида. Это вторая петелька арочки из трех. И делаем одну воздушную петельку.
Это третья петелька арочки нашей маленькой. И подсоединяемся в следующую свободную столбиком без накида. Далее, смотрите, мы соединяться сейчас будем вот этими большими арочками. Сейчас нам нужно провязать 5 воздушных петель, но мы провяжем, смотрите, 1, 2. Третьей петелькой мы подсоединяемся к арочке первого цветочка, столбик без накида. Это как бы третья петелька. И еще 2 недостающие до 5. 1, 2. И точно так же подсоединяемся вот во вторую арочку следующего лепесточка столбиком без накида. Так, посмотрим, что получилось. Вот наше соединение. То есть, смотрите, здесь мы подсоединились на этом лепесточке, на этих лепесточках 2 маленькими арочками. Здесь 1 большая арочка. Подсоединили друг к другу. И сейчас здесь закончим соединением 3 маленькими арочками. Сейчас попозже покажу, почему. Так, смотрите, делаем 1 воздушная петля. Подсоединяемся к первому лепесточку. Столбик без накида. Еще 1 воздушная петля. И заканчиваем арочку столбиком без накида в следующую арку. Первое маленькое соединение. Далее делаем идентично еще 2 раза. Воздушная петля. Подсоединяемся в маленькую следующую арочку первого цветочка. Столбик без накида. И воздушная петля. Заканчиваем арочку в следующую арку столбиком без накида. И вот эту третью арочку, сейчас, которую мы будем провязывать, провязывайте просто более вытянутыми петельками, чтобы здесь не было большого натяжения. Сейчас тоже покажу, почему мы так сделаем. Смотрите, провязываем посвободнее петельку, воздушная петля. Следующая арочка, столбик без накида, также свободненько. И еще 1 воздушная петелька. И заканчиваем арочку в следующую арку столбиком без накида. Все, у нас получилось соединение, смотрите, в 2 местах. То есть вот это у нас будет первый ряд нашего лифа, вверх. Вот это верхняя часть, вот это нижняя. Далее все очень просто. Мы просто продолжаем обвязку вот этого вот цветочка до конца, как обычно, как мы сделали в этом цветочке. То есть сейчас нам нужно закончить, сделать еще 2 арочки маленькие. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида. Все, видите, мы опять оказались на предпоследней арочке. Делаем 5 воздушных петель и все, таким образом заканчиваем обвязку. Заканчиваем обвязку второго цветочка. Вот нам осталось сделать последнюю большую арочку из 5 воздушных петель. И подсоединяемся, как обычно, соединительным столбиком вот в первую воздушную петельку перед вот этой маленькой арочкой в самом начале. Соединительно сделали. Ниточку обрезаем, хвостик вытаскиваем и заправляем хвостик точно так же, как и на первом цветочке. Итак, мы подсоединили второй цветочек к первому. Вот такое классное соединение у нас получилось. Я предлагаю проглаживать каждый новый присоединенный цветочек каждый раз. Это, во-первых, будет удобно. Во-вторых, когда вот мы сейчас будем наращивать новое количество цветочков, то есть будем вот так выстраивать сейчас полосу из цветочков, вам будет понятнее, на каком моменте нужно остановиться. То есть вы сейчас присоедините какое-то количество цветочков, потом вот так ручками замкните его и вот так примеряйте его каждый раз и смотрите, нравится вам ширина этого топа, нужно ли добавлять цветочки или нет. То есть смотрите, сейчас еще раз я вам нагляднее на схеме покажу. Вот это вот наша полоса, которую вот мы сейчас будем наращивать, нужное количество цветочков, и потом ее замкнем в круг. Вот эти верхние треугольнички, которые мы сейчас чуть-чуть попозже сделаем. И вот, как я вам сейчас сказала, как мы сейчас соединяли. Смотрите, здесь у нас было 2 соединения по 2 маленьким арочкам. Вот это большое соединение как бы показало соединение, там где у нас большая арочка. И вот тут 3 соединения по 3 маленьким арочкам. То есть вот эта верхняя у нас часть, здесь будет точно так же на всех последующих цветочках. То есть здесь сверху по 3 соединения, одно большое, и здесь по 2. То есть не перепутайте, именно таким образом мы будем соединять всю нашу первую полосу. Итак, вот что у меня получилось. Количество цветочков считаем: 1, 2, 3, 4, 5, 6. И я поняла, что мне еще нужен 7-й, и все, ширина топа меня полностью устраивает. Я сейчас еще привязала 1 цветочек и сомкнула их вот так вместе, и примерила на себя, и понимаю, что у меня это все устраивает. Потом я его распустила, и сейчас я вам покажу, как мы также безотрывно соединим начало и конец нашей полосы. Следите за тем моментом, чтобы у нас вот здесь было 3 места соединения, как я вам на схеме показывала, вот здесь 2. То есть вот это у нас как бы верх нашего топа. Просто чисто визуально отметим. Вот таким образом, чтобы не запутаться здесь и можно здесь, на этом мотиве. Все, мы понимаем, что вот это верх изделия. И на последнем цветочке я провязала последний ряд. Смотрите, сделала обвязку только лишь на одном лепесточке вот этими арочками. Далее сделала 5 воздушных петель. Подсоединяюсь, как обычно, во вторую арочку. Далее мне нужно провязать 3 маленькие арочки.
Готово. И сейчас вот этими двумя мы подсоединяемся к вот этому краю. Провязываем одну воздушную петельку. То есть делаем все то же самое. Просто я вам сейчас покажу, чтобы вы не запутались. Здесь подсоединяемся также ко второй маленькой арочке. Одна воздушная петля. В следующую арочку подсоединяемся. Столбик без накида. Одна воздушная петля. В следующую арочку на заднем цветочке. Одна воздушная петля. И заканчиваем арочку вот во вторую от конца, в предпоследнюю. Далее подсоединяемся большими арочками, 2 воздушные петли. Третьей петелькой подсоединяемся в арочку, 2 воздушные петли. И подсоединяемся во вторую арочку на новом лепесточке. И здесь у нас будет 3 места соединения, то есть подсоединяемся 3 арочками. Воздушная петля, в арочку, столбик без накида, воздушная петля, в арочку, столбик без накида. Это первое место соединения. Воздушная петля, следующая арочка, столбик без накида, воздушная петля, следующую арочку, столбик без накида. Второе место соединения, первое, второе. И еще одно повытянутее воздушная петелька. Следующая арочка, посвободнее, столбик без накида, воздушная петля. И подсоединяемся к новой арочке, столбик без накида. Вот что у нас получилось. Смотрите, вот здесь мы подсоединились. Здесь нам нужно довязать просто по свободному краю лепесточек. И вот этими 2 лепесточками мы точно так же сейчас будем подсоединяться к этому краю. То есть сейчас довязываем до вот этого места. То есть провязываем здесь 5 воздушных петель арочку и встретимся здесь в этом месте. Провязали. И сейчас подсоединяемся. Так как мы здесь обычно подсоединялись снизу наверх, то здесь нужно нам будет провязать, наоборот, сверху вниз. То есть сейчас нам нужно подсоединиться 3 арочками здесь, потом большой арочкой здесь и 2 здесь. Так, смотрите, сейчас провязываем 2 арочки свободные, просто ни к чему не подсоединяемся. И подсоединяемся с 3-й, воздушная петелька. Здесь подсоединяем крючок в 3-ю арочку. Вот она, 1-я, 2-я, 3-я. Воздушная петля в арочку. Воздушная петля. Подсоединяемся следующей арочкой. Воздушная петля, арочку закончили. И еще одна воздушная петля в следующую последнюю маленькую арочку. Воздушная петля. И закончили арочку. Вот как обычно в предпоследнюю арку. Далее подсоединяемся большими арочками, делаем 2 воздушные петли, столбик без накида в арочку, 2 воздушные петли и подсоединяемся во вторую арочку следующего лепесточка. И здесь мы подсоединяемся только лишь 2 маленькими арочками сразу же. Воздушная петля, сразу же в 1-ю, воздушная петля, в следующую арочку, столбик без накида, воздушная петля, следующая арочка, воздушная петля и в следующую арочку закончили подсоединение. То есть смотрите, вот у нас большое соединение и 2 маленьких, все правильно. И сейчас просто по вот этому лепесточку заканчиваем обвязку. То есть у нас осталось сделать 3 маленькие арочки. Делаем последнюю большую арочку, подсоединяемся как обычно соединительным столбиком. Ниточку обрезаем и прячем, как обычно. Все, мы полностью замкнули в круг нашу первую полосу. Смотрите, у меня по кругу получилось всего 7 цветочков. Сейчас я также вот этот последний, который мы только что присоединили, проглажу, чтобы это все было красиво. Еще раз примеряю на себя, смотрю, нравится ли мне объем, не маловат ли он мне, не слишком ли он свободный. И сейчас будем уже просто наращивать нашу длину. Смотрите, еще что касается, как подобрать идеальную для себя ширину топа, то есть как можно варьировать. Вы, к примеру, связали полосу из каких-то цветочков, раз прикладываете и понимаете, что буквально не хватает половины вот этого цветочка, то есть цельный цветочек еще вставить будет слишком широкий, вы такого не хотите, то вам придется полностью все перевязать с учетом, вы примерно должны понимать, насколько нужно плотнее вязать каждый цветочек, чтобы он был меньше, и таким образом, чтобы вся вот эта цепочка замкнулась и была такой ширины, которая вам нужна.
То есть уменьшать ширину топа можно за счет не только количества цветочков, но и размеров цветочков. А размер у нас получается разный за счет того, что мы вяжем плотнее, то получается цветочек поменьше. Либо наоборот, если вам нужно чуть-чуть он побольше цветок, просто вяжем посвободнее. Размер моего мотива получился 11 сантиметров. Даже если вы вяжете точно таким же крючком, точно такой же пряжей, и у вас получился размер мотива побольше либо поменьше, то просто это означает, что у нас с вами разная плотность вязания. Все, и с этого момента начинаем наращивать длину топа. Смотрите, на новом цветочке провязываем последний ряд только лишь на 3 лепестках с вот этими маленькими арочками. Далее делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Подсоединяемся к арочке. Провязываем 3 маленькие арки. Первая, вторая и третья. И далее сейчас будем подсоединяться 2 маленькими арочками. Давайте соединимся вот здесь. То есть к вот этому лепесточку, который смотрит как бы вниз, подсоединяемся вот этими 2 маленькими арками. Делаем воздушную петельку. Подсоединяемся ко второй арочке с конца как бы, да? Смотрите, здесь она получается с этой стороны 1, 2, 3, 4. Ну, давайте так считать, к 4 арочке. Воздушная петля. Заканчиваем арочку, столбик без накида. Воздушная петля. И в последнюю маленькую арочку. Воздушная петля. И столбик без накида. Далее подсоединяемся большой арочкой. Провязываем 2 воздушные петли. Одной петлей столбиком без накида подсоединяемся к большой арке. 2 воздушные петли. И подсоединяемся во вторую маленькую арочку следующего лепесточка. Смотрим, что получилось. Просто будьте повнимательнее, ничего сложного нет. Смотрите, вот здесь мы подсоединились к вот этому лепесточку, который смотрит вниз, 2 маленькими арочками. Вот они, 2 соединения. Вот это вот большая арочка соединения. Далее мы сейчас будем подсоединяться этим лепесточком как бы к вот этим 2 лепесткам вот этих наших цветочков. Смотрите, у нас здесь должно быть 5 маленьких арочек. Здесь сейчас будем подсоединяться 1, 2 к 2 полноценным арочкам. Потом вот третьей этой арочкой подсоединимся к вот этим 2, как бы соединим их в одну. И потом подсоединимся 2 арочками. Смотрите, делаем воздушную петельку. К первой маленькой арочке подсоединяемся. Воздушная петля. Заканчиваем арку. Первая. Далее воздушная петелька. Следующая арочка. Воздушная петля. Закончили вторую арочку. И сейчас вот этой третьей арочкой соединим вот эти 2 наших цветочка. 1 воздушная петля. Можно ее чуть-чуть повытянутее делать. Подсоединяем крючок вот в арочку. Вытаскиваем нить. Далее можно тут же в следующую свободную арочку, вот эту, которая на следующем цветочке, также подсоединяем нить, и можно вот через все 3 петельки на крючке одной рабочей нитью. Также посвободнее вяжем, чтобы здесь не было такого натяжения в середине между вот этими 3 цветочками. 1 воздушная петля. И заканчиваем арочку в следующую арочку. Все, и сейчас нам нужно подсоединиться к 2 вот этим маленьким оставшимся арочкам. Воздушная петля в арочку, столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида в следующую арочку, воздушная петля, последняя арочка, воздушная петля и заканчиваем. Все, в принципе, ничего сложного, просто повнимательнее. Подсоединяемся вот этими большими арочками. 1, 2 в арку, столбик без накида, 2 воздушные петли и вот во вторую арочку, как обычно, столбик без накида. Смотрим, что получилось. Сейчас прогладим вот это вот место и полностью весь цветочек, когда закончим его вязать, и будет очень все красиво. Смотрите, у нас получилось вот это вот место соединения, там, где мы подсоединяли как бы в самой середине 3 арочки, потом провязали 2 соединения, 2 маленькие арочки, вот она большая. И сейчас закончим соединение 2 арочками вот к этому лепесточку, который смотрит как бы вниз. Точно так же и здесь, как мы начали, с 2 соединений. Воздушная петля к первой арочке нового лепесточка подсоединяемся. Воздушная петля, заканчиваем арочку. Воздушная петля к новой арочке. Воздушная петля в следующую арочку. И нам нужно еще провязать просто самостоятельные 3 маленькие арочки, чтобы закончить полностью цветочек. 1, 2, 3. Первая. 1, 2, 3. Вторая. 1, 2, 3. Третья арочка. Последняя большая арка.
Подсоединяемся, как обычно, ниточку обрезаем и закрепляем. Подсоединяем новый цветочек. Смотрите, у нас здесь будет побольше точек соединения. Сначала здесь в начале, точно так же 2 маленькие арочки, как и здесь, только что на новом цветочке, который мы присоединили. Потом здесь, точно так же, как и здесь. Потом вот здесь арочка, аналогично абсолютно, как и здесь. И закончим на вот этом лепесточке. На новом цветочке я провязала последний ряд, смотрите, у первого, второго лепесточка. Провязала 5 воздушных петель. На третьем лепесточке провязала 3 арочки. И 2 мы подсоединяемся к вот этому лепесточку, который смотрит вниз. Точно так же, как и здесь. Подсоединяемся, делаем воздушную петельку. В 4-ю арочку, вот эту маленькую, то есть если с лицевой стороны считать, 1, 2, 3, 4, либо 2 с конца, столбик без накида, воздушная петля, в арочку закончили, воздушная петля, следующая арочка, воздушная петля и закончили этот лепесточек. Подсоединимся большой арочкой, 2 воздушные петли, в арку, столбик без накида, 2 воздушные петли, в арочку вторую провязываем столбик без накида. Сразу же с 2 последующими маленькими арочками подсоединяемся к вот этому лепесточку. Воздушная петля в первую маленькую арочку, столбик без накида, воздушная петля, заканчиваем арочку, воздушная петля, следующая арка, воздушная петля, заканчиваем арочку. И делаем вот это соединение 3 лепесточков. Воздушная петля. Подсоединяемся в 3-ю арочку, которая у нас последняя свободная на вот этом цветочке. Вытаскиваем нить, оставляем на крючке. Далее перемещаемся к следующему цветочку. Самая первая арочка. Тоже у нас средняя как бы. 3 петли на крючке 1 рабочей нитью. Не затягивайте. 1 воздушная петля. И подсоединяемся в арочку. Теперь подсоединяемся только 2 оставшимися арочками. Вот эти 2 лепесточка. Воздушная петля в арку, воздушная петля в арку, воздушная петля в последнюю арочку маленькую, воздушная петля в арочку. Подсоединяемся большими арками, 2 воздушные петли, подсоединяемся, 2 воздушные петли. Заканчиваем арочку. Смотрим, что получилось. Проверяйте себя, чтобы все это было красиво, чтобы ничего не напутали. Далее здесь сейчас будет у нас соединение абсолютно идентично, как и здесь. То есть у нас как бы будет соединение 3 лепесточков. Сначала мы провязываем 2 маленькие арочки, подсоединяемся 2 арками. Воздушная петля в первую арочку, воздушная петля, заканчиваем арочку. Воздушная петля в следующую арку, воздушная петля, заканчиваем арку. Теперь соединение 3 лепесточков, воздушная петля, подсоединяемся вот в эту арочку, которая самая последняя маленькая свободная, вытаскиваем нить, оставляем. Далее вот она, первая, следующая арочка следующего лепесточка, 3 петли на крючке 1 рабочей нитью, не затягиваем, воздушная петля и заканчиваем эту арочку. И сейчас нам нужно подсоединиться 2 оставшимися арочками, этот лепесточек и вот этот. Воздушная петля в арку, воздушная петля, заканчиваем арку. И еще раз то же самое. Подсоединяемся большими арочками, 2 воздушные петли, столбик без накида, 2 воздушные петли, подсоединяемся в арочку. И сейчас нам осталось подсоединиться. Смотрим 2 маленькими арочками. Воздушная петля в первую арочку нового лепесточка, воздушная петля. Заканчиваем арку. Воздушная петля в следующую арочку, во вторую, воздушная петля и заканчиваем арочку. Все, сейчас нам нужно закончить вязать просто вот этот наш лепесточек. Осталось связать 3 арочки маленькие. Большая арка. Закрепляемся, как обычно. Нить обрезаем и закрепляем.
Итак, мы подсоединили второй цветочек, и далее вам не составит труда по кругу подсоединять цветочек один за другим, и мы можем встретиться, подсоединить вместе последний самый цветочек. Итак, подсоединяем последний цветок. На самом первом лепесточке я провязала полностью последний ряд, то есть вот с этими маленькими арочками, потом большая арочка. Далее на втором лепесточке я провязала 3 маленькие арочки, и подсоединяемся к вот этому лепесточку, который, смотрите, он как бы этот вниз смотрит, этот, который чуть-чуть в сторону. Подсоединяемся к четвертой арочке. Делаем одну воздушную петельку, как обычно. Здесь подсоединяемся. Столбик без накида, воздушная петелька, столбик без накида. Далее воздушная петелька. В последнюю маленькую арочку, в пятую. Воздушная петелька. И подсоединяемся, столбик без накида. 2 воздушные петли. К большой арочке 2 воздушные петли, заканчиваем большую арочку. Далее все в принципе то же самое, как и мы подсоединяли вот эти цветочки. Так, вот что у нас получилось. Пока что я больше не буду наращивать длину новой полоской из цветочков. Сейчас я хочу начать вывязывать вот эти вот треугольнички, от которых потом у нас пойдут лямки. И потом, после того, как я их пришью, после этого я померю, посмотрю, какая длина получается у топа, и в зависимости от этого буду решать. Итак, сейчас будем вывязывать вот такие треугольнички. Сейчас поднимаемся наверх, к тому краю, где мы отмечали маркером, чтобы не запутаться. Для вот этого треугольничка мы набираем в кольцо амигуруми 12 столбиков без накида. Все как обычно делаем. Далее вяжем второй ряд, вот эти окошки. И далее смотрите, как делаем. Вот мы замкнули в круг второй ряд. Далее, как обычно, подбираемся в арочку просто соединительным столбиком, чтобы оказаться прямо над арочкой. Провязываем точно такую же воздушную цепочку из 6 воздушных петель, как и на полноценных цветочков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот так замыкаем, как мы это делали раньше, за 2 стеночки. Разворачиваемся. И сейчас нам нужно подобраться как бы к вершинке вот этой вот получившейся петельки. Просто сделаем несколько соединительных столбиков в вот эту петельку. Давайте сделаем первый столбик соединительный, второй, ну вот давайте еще третий. И вот видите, мы оказались прямо на верхушке этой петельки. Делаем имитацию столбика с накидом. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И вот в эту же петельку, в эту же арочку провязываем еще 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. Сюда же в эту арочку провязываем столбик без накида. 2 воздушные петли. В следующую свободную арочку провязываем столбик без накида. Вот это у нас занята. Следующую. Столбик без накида. 2 воздушные петли. Столбик без накида в следующую свободную арку. Провязываем 6 воздушных петель. Сейчас провязываем полноценный вот этот вот лепесточек, как мы делали раньше. То есть провязываем сначала столбик без накида в эту петельку, 9 столбиков с одним накидом и столбик без накида в эту же арочку. Далее опять 2 воздушные петельки, в следующую свободную арочку столбик без накида, 2 воздушные петельки, столбик без накида в следующую свободную арочку. Провязываем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Замыкаем. Соединительный столбик. Разворачиваемся. Провязываем столбик без накида. И 4 столбика с одним накидом. Четвертый. Вот мы как бы оказались на верхушке. Далее делаем имитацию столбика с одним накидом. 3 воздушные петли, 1, 2, 3 и 1 петелька на вот эту перемычку между столбиками. Разворачиваемся, провязываем столбик с одним накидом вот в следующую петельку. То есть смотрите, от крючка 1, 2, 3, 4, 5 в 6-ю петельку. Столбик с накидом, воздушная петля, следующая петелька, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом в следующую петельку. То есть должно получиться 4 как бы вот таких столбика. Далее, не делая никаких воздушных петель, сразу же провязываем полноценный вот этот вот лепесточек. Тут провязываем, как я вам уже говорила, не в столбик, помните, без накида, который начинался вот в этом лепесточке, а в петельку от первого столбика с накидом. Провязали. И сейчас обвязываем половинку вот этого вот маленького лепесточка. Также сразу же делаем накид и провязываем
У нас тут тоже должно получиться 4 столбика с одним накидом. Вот как и здесь, чтобы все было зеркально. Смотрите, последний мы должны провязать вот сюда. Отсчитываем, можно отсюда с края первый, второй, третий, четвертый. То есть сюда мы сейчас должны провязать первый столбик. Первый, воздушная петля, следующая петля, второй, воздушная петля, третий, воздушная петля, столбик с накидом. Вот можно прям, в принципе, в арочку прям провязать, а можно за какую-нибудь петельку. Наверное, вот в третью петельку, вот по вот этой стороне. За какие-нибудь 2 стеночки. Все, готово. Видите, чтобы у нас здесь получился такой более-менее ровный край. Сделали одну воздушную петельку подъема. Так, далее, смотрите, делаем еще одну воздушную петельку. Это она у нас одна из 3 на вот эти маленькие арочки. Берем наш цветочек и подсоединяемся в вот эту 4-ю арочку маленькую. Смотрите, 1, 2, 3, 4. Подсоединяемся столбиком без накида. Воздушная петля. Закрепляем в 1-ю арочку. Вот прям самая 1-я арочка маленького вот этого цветочка. Далее воздушная петля. В следующую арочку на полноценном цветочке. Столбик без накида. Воздушная петля. Столбик без накида в следующую свободную арочку. Далее 2 воздушные петли. Подсоединяемся к большой арочке столбиком без накида. 2 воздушные петли. Далее обвязываем вот этот полноценный веерочек, провязываем столбик без накида во 2-ю арочку. 1 воздушная петля, подсоединяемся к цветочку полноценному, воздушная петля, столбик без накида в следующую арочку, воздушная петля в маленькую арку, воздушная петля в арочку, воздушная петля. И смотрите, здесь можно подсоединиться таким образом просто в самую серединку между вот этими полноценными 2 цветочками. Прям вот самая-самая серединка. Столбик без накида, воздушная петля, следующая арочка, воздушная петля. Следующие 2 маленькие арочки нам нужно подсоединиться. 1 и 2. Воздушная петля в предпоследнюю арочку. 2 воздушные петли, подсоединяемся к большой арочке. 2 воздушные петли, подсоединяемся ко 2-й арочке. Воздушная петля к маленькой арке. Воздушная петля. К последней арочке подсоединяемся. Воздушная петля к следующей арочке на полноценном цветочке. Воздушная петля. И можно закончить вот также где-нибудь в 3-ю петельку вот здесь по краю. Смотрите, вот 1, 2, вот 3. Можно столбик без накида, соединительный столбик, как хотите. Так, ниточку обрезаем. Хвостик можно сделать закрепительную петельку, если хотите. Вытаскиваем. Подтягиваем и прячем на изнанке. Вот такая красота у нас получилась. То есть, как вы уже заметили, я подсоединила 1 треугольничек, пропустила 1 промежуток между цветочками и провязала в следующий. Далее, что касается спинки, здесь, если у вас четное количество цветочков по кругу, у меня оно не четное, вам будет очень легко сделать точно такие же треугольнички, но на спине. Видите, у меня из-за нечетного количества цветков получается так, что мне нужно вшить вот эти треугольнички как бы вот сюда, ближе к середине спинки. Я не знаю, насколько красиво это будет смотреться. Я сейчас, конечно, это попробую сделать, это, в принципе, недолго. И я сейчас померила вот с этими треугольничками. Мне коротковат этот топ, поэтому сейчас я буду довязывать еще одну полосу с полноценными цветочками. Итак, что у меня получилось? В итоге я добавила еще одну полосу цельных цветочков. Мне нравится эта длина моего топа, я уже все померила. Вот это вот моя передняя часть, мы только что с вами ее пришивали. Вот так я сделала сзади, на спинке, как я уже сказала, что вот эти треугольнички будут сдвинуты чуть-чуть ближе к середине спинки. И смотрите, такой совет. Нужно, чтобы у вас по кругу было 7 либо максимум цветочков. То есть, если у вас даже размер XS, либо наоборот там 46-48, главное, чтобы у вас было вот примерно 7-8 цветочков. Потому что если это будет большее количество цветов, вы не сможете красиво уложить вот эти треугольнички. И то есть, ну вот, смотрите, к примеру, у нас вот здесь
треугольничек, да, будет для нашей лямочки. Потом, например, 2 пустых, да, без треугольничка, и вот здесь треугольник. Как мы потом вот эту вот закрепим, вот этот цветочек, он будет все время падать. Тут нужно будет придумывать какую-то вот эту перемычку, чтобы она не падала. Если вы это сообразите, как делать, пожалуйста, делайте. На количество 7 или 8 цветочков этого делать не нужно, ничего придумывать, потому что у нас как бы все эти пустоты заполнены именно вот этими нашими треугольничками. И смотрите, что касается низа, мне очень нравится, как смотрится вот такой ажурный низ. Если честно, я бы даже не делала ничего, не выравнивала низ топа, но я вам сейчас все равно покажу, как вывязывать вот такие половинчатые мотивы, как мы их будем соединять, и при желании, если вы захотите, сможете сделать топ с прямым краем. Для половинчатого мотива набираем в колечко в 7 столбиков без накида. Делаем колечко, закрепительная петелька, подтягиваем, колечко, первый столбик, отмечаем, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и 7 колечко подтянем. Далее делаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Разворачиваем. Провязываем столбик с одним накидом в 6-ю петельку. От крючка считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик с накидом. Воздушная петля, столбик с накидом в следующую петельку. Воздушная петля, столбик в следующую петлю. Воздушная петля, столбик в следующую. Воздушная петля, столбик в следующую. Воздушная петля и последний столбик в отмеченную петельку маркером. Всего у нас должно получиться 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все правильно. Разворачиваем, подбираемся к первой арочке соединительным столбиком, ныряем прямо в нее, соединительный, провязываем воздушную цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Как обычно, ее замыкаем. Разворачиваемся, как обычно. И сейчас будем обвязывать эту петельку 9 столбиками с одним накидом, как и в полноценном целом цветочке. То есть, смотрите, сначала провязываем столбик без накида, далее 9 столбиков с одним накидом. После 9 столбика столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида в следующую свободную арочку, то есть 1, 2 во вторую, 2 воздушные петли, в следующую свободную арочку, столбик без накида. Тут провязываем полноценную петельку, также ее обвязываем 9 столбиками с одним накидом. Заканчиваем столбиком без накида. 2 воздушные петли, в следующую свободную арочку, столбик без накида. 2 воздушные петли, в следующую арочку, в предпоследнюю, столбик без накида. И провязываем цельный также вот такой лепесточек. После 9, как обычно, столбик без накида, 2 воздушные петли и столбиком без накида в самую последнюю арочку. Разворачиваем. Сейчас нам нужно подобраться по вот этому краю соединительными столбиками к петельке от первого столбика с одним накидом вот в этом лепесточке. Так, подбираемся. Вот в любые какие-нибудь петельки продевайте крючок. Так, первый столбик, второй, третий. И вот она, следующая петелька от столбика с одним накидом. Ну, можно также провязать соединительный столбик. Делаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Накид. В следующую петельку столбик с накидом. То есть провязываем точно такие же окошки. Воздушная петля. В следующую столбик с накидом. И так обвязываем весь этот веерок. То есть также у нас должно получиться вот таких вот 9 столбиков с одним накидом с одной перемычкой между ними. То есть проверяйте себя, если у вас тут не получается провязывать 9, то значит вы вот здесь в самом начале не в ту петельку попали. В общем, должно у вас получиться 9 столбиков. Так, далее вот этот второй и третий лепесток провязываем аналогично, как на полноценном цветочке. Готово. Разворачиваемся, подбираемся соединительным столбиком в первую арочку, чтобы нам подобраться ко второй. Далее столбик в столбик. И в следующую вторую арочку соединительный столбик. Делаем 4 воздушные петли, 1 петелька и 3 на маленькую арочку. В следующую столбик без накида. 3 воздушные петли. В следующую столбик без накида. 3 воздушные петли. Столбик без накида.
То есть мы сейчас провязали раз, два, три маленькие арочки, и двумя сейчас будем подсоединяться к вот этому нашему нижнему краю. Здесь подсоединяемся вот в этот лепесток, который смотрит вниз, также раз, два, три, в четвертую маленькую арочку. Так, сделали воздушную петельку в четвертую арку, воздушная петля в арку, воздушная петля в арочку, воздушная петля в арку. Далее подсоединимся большой арочкой, 2 воздушные петли в арочку, столбик без накида, 2 воздушные петли во вторую маленькую арочку, воздушная петля в арку. То есть делаем все то же самое. Здесь уже вам, в принципе, все понятно. Воздушная петля здесь, где у нас соединение 3 цветочков. Сначала в одну арочку, далее во вторую. Через все 3 петельки воздушная петля в арочку, воздушная петля, и провязываем вот эти 2 маленькие арочки. Далее подсоединимся большой аркой. И здесь подсоединяемся 2 маленькими арочками. Первая и вторая. Заканчиваем обвязку вот этого половинчатого мотива еще 3 арочками. Здесь можно сделать закрепительную петельку, ниточку обрезаем и закрепляем. Итак, первый готов. Далее подсоединяем следующую половинку мотива. Здесь точно так же начинаем. Подсоединяемся 2 арочками здесь. Здесь, как обычно, как мы здесь вязали. Ну, давайте вот встретимся где-нибудь вот в этом месте. По вот этому лепесточку подсоединяемся по всем арочкам. Здесь у нас соединение, там, где у нас соединяются 3 цветочка. И здесь мы должны подсоединиться по всем оставшимся арочкам. И вот что у вас должно получиться. Все, точно таким же образом добавляем новые вот эти половинчатые мотивчики. Здесь в самом конце, я уверена, вам не составит труда подсоединиться ко всем вот этим местам. Точно такой же принцип, как мы соединяли, замыкали в круг наши полноценные цветочки. Вы справитесь, делаем. И что касается обработки краев, если честно, я бы ее не делала. Я так сейчас померила, мне очень все нравится. Но сейчас я попробую все это обвязать, посмотрю, как будет выглядеть. В принципе, какие-то моментики можно этой обвязкой скрыть, сделать лучше. Ну, давайте попробуем. Так, смотрите, подсоединяемся абсолютно в любом месте. Вот, например, вот большую арочку подсоединяем, закрепляем нить. Можно взять крючок поменьше, я взяла 3. И смотрите, можно первый ряд сделать просто столбиками без накида, либо соединительными столбиками, просто чтобы выровнять наш край. Так, сюда. Потом, например, вот этот веерочек, чтобы он хорошо прилегал к телу, можно его чуть-чуть вот так заузить здесь сверху по краю. Поэтому можно провязать не прям в каждую видимую петельку, а в каких-то местах пропускать. Ну вот, например, я сразу же сейчас провяжу в арочку, потом вот в промежуток между арки, потом в арку. То есть сами смотрите по факту, провяжите какое-то количество петелек и посмотрите издалека, нравится ли вам, как получается край. Далее, смотрите, здесь вот такая впадинка, нам ее нужно слегка выровнять. Это можно сделать либо большими столбиками, например, полустолбики с накидом, либо столбик с одним накидом, либо теми же столбиками без накида, просто делать их чуть-чуть повытянутее. Таким образом тоже можно выпрямлять. Так, сюда в арку, также столбик без накида. Далее, когда впадинка заканчивается, можно вязать потуже уже. То есть вот такая обвязка у вас должна получаться, все должно быть ровненько. В принципе, потом утюгом мы это все выровняем, будет еще более прямая обвязка. Дальше подходим вот к этому месту. Видите, здесь такая большая галочка, мы ее сейчас скроем. Так, подобрались. Например, можно провязать воздушную цепочку из нужного для вас количества петель. Так, 3 провязала. Можно вот сюда подсоединимся. Ну вот, кстати, неплохо. Далее обвязываем вот это наше колечко. Вот, смотрите, как получается. Ну и далее, в принципе, вы все поняли. Здесь, смотрите, почти по прямой. Просто вяжем. Не в каждую петельку. Можно пропускать. Здесь, смотрите, в принципе, все повторяется. Здесь опять вот эта арочка. И таким образом обвязываем до конца.
Так, подошли к самому началу. В принципе, можно оставить и просто обвязку в один рядок столбиком без накида. Потом можно сделать вот такой вариант, как и на фото. Веерочками я вам показала, как можно обвязать веерочками края. Вот в этом мастер-классе, посмотрите, там я все объяснила. Также можно сделать какие-нибудь прикольные пико. Мне они прям очень нравятся, как выглядит по краю. Смотрите, провязываем какое-то количество столбиков без накида подряд. Потом делаем 3 воздушные петли. И вот, к примеру, вот за вот эти 2 петельки, которые можно так подхватить, провязываем соединительный столбик. Все, вот это пико готово. И провязываем далее аналогичное количество столбиков без накида подряд, чтобы между вот этими пико было одинаковое количество столбиков, чтобы это все красиво смотрелось. Далее опять 3 воздушные петли. Опять за вот эти 2 петельки поддеваем крючок, соединительный столбик. Все, и привязываем далее опять столбики без накида. Вы можете сделать их почаще, пореже, и вот такие классные пупырки будут по всему краю. Итак, у нас все готово. Осталось придумать, какие у нас будут лямочки. Для этого топа я хочу сделать самые обычные лямки из воздушной цепочки. Она здесь будет прям идеально смотреться. Я не хочу утяжелять лямочками наш такой ажурный красивый топ. Поэтому, смотрите, подсоединяюсь в самую верхушку вот этого треугольничка. Закрепительная петелька. И набираем нужное количество петель. Каждый раз примеряйте, смотрите, какой глубины вырез вы хотите, чтобы он у вас был топ. И на том моменте останавливаемся. И подсоединяемся также в треугольничек на спинке в самую верхушку. Можно сделать просто столбик без накида. Ниточку вытаскиваем. И можно здесь спрятать в столбике где-нибудь. Также можно расслоить ниточку, завязать на узелочки и обрезаем. Если вы хотите получить лямку потолще, например, вот как на фотографии, просто набирайте вот эту воздушную цепочку и в обратном направлении, вот так просто поворотными рядами, провязывайте нужное количество рядов столбиками без накида, либо одним рядочком столбиков с одним накидом. Если у вас будет так же, как и на фотографии, обработка вот этими веерочками, то вам сначала нужно решить вопрос с вот вашей láмкой. Сначала вы ее пришиваете, и потом уже от вот этого топа, да, вот вяжем вот эти веерочки, потом переходим обвязку, делаем на лямочки, и вот таким образом заканчиваем по всем краям. По размерам в ширину топ получился 38 сантиметров, здесь от самого верха до низа 34 сантиметра. При желании можно вшить подклад, например, телесного цвета, ткань, подходящая максимально к вашему оттенку кожи. Наш топ полностью готов. Всем спасибо за просмотр, всем пока!